Здравствуйте и добро пожаловать. Меня зовут Джеффри Мишлов. Сегодня мы поговорим о просветлении. Почему люди во всем мире, представители почти всех религиозных и культурных традиций, стремятся к просветлению? Что такое просветление? Существует ли оно? Можно ли его достичь? Сегодня со мной мистер Юджи Кришнамурти, путешественник и автор книг «Разум». Это мифы и мистика просветления. Добро пожаловать, Юджи. Спасибо. Знаете, вас часто называют просветленным, и я знаю, что вам это не нравится. На самом деле, как вы сказали ранее, вам вообще не нравится концепция бытия. Да. Видите ли, вопрос возникает только в связи с процессом становления. Просветление — это тоже становление. Понимаете? Так что я бы пошел еще дальше и сказал, что человеческий разум, если можно так выразиться, интересуется только чувственной деятельностью. Живой организм или человеческое тело, или как бы вы его ни называли, реагирует только на раздражители. Оно вообще не интересуется удовольствием. Видите ли, в тот момент, когда вы используете мысль, чтобы испытать что-то приятное, для тела это становится болью. И все же мы стремимся к чувственности, и все же находим в ней только боль. Но мы любим. Другими словами, боль, и нам нравится боль, и мы называем ее удовольствием. Видите ли, человеческое тело не интересуется никаким удовольствием. Оно заинтересовано только в поддержании чувствительности нервной системы и функционирования организма. Поэтому в тот момент, когда вы говорите, что какое-то ощущение доставляет вам удовольствие, у вас возникает потребность продлить его. Значит, желание продлить удовольствие превращает то, что мы называем удовольствием, в боль. И это вызывает болезненные ощущения в теле. Тело пытается избавиться от этого приятного ощущения, а то, с чем мы сталкиваемся, это боль. Это звучит так, как будто чем больше удовольствия, тем сильнее должна быть боль. Видишь ли, мы ввели определенную степень в то, что называется удовольствием, потому что мысль всегда присутствует. Тебя всегда интересует все больше и больше чего-то одного, и все меньше и меньше другого. Я ничего не имею против удовольствия. Видишь ли, в тот момент, когда ты используешь мысль как инструмент для получения удовольствия, мы создаем проблему. С тех пор, как человек осознал, что мне не нравится использовать слово «человек» или «человеческое существо», или, в общем, «средний человек», мы создаем проблему. Видишь ли, этот человек, ты и я, сидящие здесь. Так что, поскольку потребность в постоянном счастье — это нечто такое, чего нельзя достичь никакими средствами, нам доступны любые способы мышления. Мы спроектировали и создали то, что называется просветлением, Богом, самореализацией. Называйте это как хотите. Так что это и есть высшее наслаждение. В Индии есть истории, которые вы, вероятно, слышали о великих святых, которые, предположительно, находятся в состоянии постоянного сексуального оргазма. Именно это эти гуру продают сегодня на рынке. Видишь ли, даже секс — это то, что не нравится телу. Это болезненная вещь, и это необходимо только для одной цели — воспроизвести нечто подобное. Живой организм интересует только две вещи — выживание и размножение. Так что, когда мы начинаем думать о том, как превратить секс в удовольствие, мы создаем проблему. Та же самая мысль заставляет вас чувствовать, что удовольствие, которое вы испытываете, можно продлить, сделать более продолжительным. И тогда, как вы понимаете, чем дольше это продолжается, тем больнее для тела. Вы рассуждаете почти как викторианец. Нет, я не викторианец. Секс никак не связан с вопросом просветления. Видите ли, в наши дни стало модным преподносить секс как средство или ступеньку на пути к просветлению. Но на самом деле секс никак не связан с тем, что называют просветлением. Отказываетесь ли вы от секса или предаетесь ему, это не имеет никакого отношения к тому, что вы ищете. Но в культуре, где отказ от секса считается санкхаянамом, то есть необходимым условием для достижения духовной цели, гуру, продающие просветление, к сожалению, придумали так называемый тантрический опыт,
и используют его как средство для достижения духовной цели. Верно. Либо тантра, либо воздержание. И вы хотите сказать, что и то, и другое никак не связано с вопросом просветления. Когда вы сталкиваетесь с вопросом просветления или потребностью в просветлении, просветление полностью отделяется от секса как средство его достижения или отказа от него как средство достижения. Мы можем взглянуть на это с другой стороны и задаться вопросом, существует ли вообще такое явление, как просветление? Мы приняли его. Считается само собой разумеющимся, что существует такая вещь, как просветление, но мы никогда не подвергаем это сомнению, потому что, когда однажды ты подвергаешь сомнению саму идею просветления, или как ты выражаешься концепцию, что касается просветления, то мы задаем вопросы учителям. Они говорили об этом, и мы вложили в них нашу безграничную веру. Таким образом, мы понимаем суть происходящего и принимаем это как евангельскую истину. Ну да, у нас есть такое представление о великих мудрецах древности, и многие представители различных культур писали и говорили о высших состояниях сознания и просветлении. Это действительно так, но я подвергаю сомнению само сознание. Существует ли вообще такая вещь, как сознание? Вот в чем мой вопрос. Таким образом, ты начинаешь осознавать себя и окружающий мир только с помощью знаний, которые даются нам этим, так называемыми мудрецами, святыми и спасителями человечества. Так возможно ли для тебя осознавать что-либо без помощи этого знания? Итак, мы должны подвергнуть сомнению то, что мы считали само собой разумеющимся. Мы очень наивны и должны принять это. И тогда вы увидите, что проводите всю жизнь в поисках того, что вы хотите иметь, будь то просветление, осознание Бога, самореализация или то, что у вас есть. Другими словами, кажется, что здесь есть парадокс. Потому что, с одной стороны, нашему сознанию кажется, что это заставляет нас подвергать сомнению традицию, так называемые истины, которые передаются нам по наследству. И вы говорите, но без этого. Традиция гласит, что без этих истин у нас не было бы сознания. Вы знаете, что это часть структуры нашего мышления. Видите ли, к сожалению, мысль разделилась на две части и создала, видите ли, эту двойственность или невротическую ситуацию для нас. Вся наша культура учит нас, что нельзя соперничать. Соперничество следует избегать. Амбиции — это то, чего, видите ли, у вас быть не должно. Так говорят духовные учения. Да, духовные учения всегда так говорят. Я имею в виду, что в спорте и капитализме, конечно, присутствует дух соперничества. Что вы должны быть свободны от амбиций, от жадности, от того, от всего и от всего остального. Но в то же время амбиции абсолютно необходимы для выживания в обществе, в котором мы живем сегодня. Именно это и создало для нас невротическую ситуацию. Мы хотим получать удовольствие, но в то же время знаем, что удовольствие причиняет нам боль. Таким образом, стремление к постоянству — это основное требование мысли. Она заинтересована в постоянстве. Не в постоянстве этого живого организма, а в постоянстве непрерывности мысли. Таким образом, тело в каком-то смысле знает, что оно постоянно. Понимаете, не в том смысле, в котором мы знаем, что это постоянно, а это нет. Но это знание особого рода. Оно знает, что оно постоянно. Поэтому его не интересует мысль о том, что однажды оно перестанет существовать. Таким образом, тот, кто вовлечен в этот момент удовольствия, задается вопросом, что будет с этим живым организмом, когда он умрет? Понимаете, для тела смерти вообще не существует. Потому что оно никак не может осознать тот факт, что в данный момент оно живо, а через 60, 70, 80 или 100 лет умрет. То есть вы хотите сказать, что тело не умирает, но как же тогда быть с духом? Такова вера. Душа, дух, называйте как хотите, это продукт мысли. И именно мысль отвечает за то, что мы называем мыслью, потому что то, что вы называете «я», «дух», «душа» или как угодно еще, это не более чем мысль. Я не хочу вдаваться в тонкости этимологии. Видите ли, слово «дух» латинское.
Оно связано с дыханием в целом. Оно означает дыхание. Итак, вы видите, как человек перестает дышать, и называете это состояние смертью. И раз вы видите, что дыхание остановилось, вам хочется знать, есть ли что-то, что продолжит существовать после смерти. Именно это и вызывает интерес. Что останется после того, как тело перейдет в состояние, которое мы называем смертью? Да, Я бы сказал, что мое тело не выживет. Оно разложится, но, возможно, моя способность к восприятию на каком-то уровне сохранится. но можете ли вы воспринимать свое тело, пока вы живы? Если кто-то хочет узнать что-то о смерти, ему нужно выяснить, что происходит сейчас, а не ждать, пока наступит то, что мы называем смертью. Итак, есть ли у вас способ ощутить тот факт, что вы живы сегодня? Я бы сказал, что нет. Видите ли, приходит врач, осматривает вас и говорит, что у вас такое-то давление, такая-то температура, сердце бьется, кровь циркулирует и так далее. Значит, вы живы. Вот что вы пытаетесь сделать. Это знание и опыт, то, что вы называете живым существом. Но без помощи этого знания, которое мы получаем благодаря наблюдениям всех этих врачей и опыта, вы не сможете сказать себе, что вы живое существо. Итак, когда вы освобождаетесь от знания, у вас не остается возможности ощутить, что вы живы сегодня, а когда вы умрете, об этом и вовсе не может быть речи. Здесь я выступаю с речью. Ну, Декарт, великий западный философ, сказал: «Я мыслю, следовательно, я существую». А вы, похоже, хотите сказать, что мышление противоположно жизни. Я думаю, что Декарт, который изучал западную философию, задал неправильный вопрос и ответил на него очень забавно. Мы думаем, я мыслю, следовательно, я существую. Но он так и не задал вопрос, который должен был задать, как это сделали индийские философы. Если вы не думаете, значит ли это, что вас нет? Итак, главный вопрос, который мы должны задать, что такое мышление и зачем мы вообще думаем. Если вы не думаете, вопрос все равно остается, понимаете? Вопрос рождается из предположения, что что-то там есть. И именно поэтому он сделал такое заявление. «Я мыслю, следовательно, я существую». Если вы не думаете, где же это «я существую»? Ну, разве не правда, что, когда мы говорим о просветлении, великие мудрецы Индии говорили, что когда вы перестаете думать, вы можете погрузиться в этот бескрайний океан блаженства. И это и есть просветление. Блаженство, или как бы вы его ни называли, это неотъемлемое удовольствие, которому мы предаемся. Они пережили какой-то необыкновенный момент, который они описали как блаженство, и попытались поделиться этим с нами. И это привело к тому, что мы все пытаемся пережить одно и то же. Именно так знания передаются из поколения в поколение. Именно так вы тоже переживаете происходящее. Без знаний вы вообще ничего не сможете пережить. И когда человек что-то переживает, этот опыт укрепляет и расширяет его знания. Так что этот порочный круг продолжается и продолжается. И эта структура не может из него вырваться. Понимаете, это замкнутый круг. Поэтому мы признаем, что знания необходимы нам для того, чтобы что-то пережить, а пережитое укрепляет знания. Так неужели мы действительно хотим, понимаете, найти выход или потребовать его? Да, А выход есть. и выхода нет, потому что вопрос задает мысль. И задавая этот вопрос, мысль знает, что у нее нет ответа, так что это единственный способ сохранить свою непрерывность. Понимаете, мысль изобрела время. Мысль изобрела то, что называется пространством. Видите ли, без знания о пространстве и времени, которые у нас есть, не было бы ни времени, ни пространства.
Ученые могут говорить что угодно, но они также утверждают, что времени не существует. Не существует пространства, не существует материи, а есть то, что называется пространственно-временным континуумом. Существует ли пространство? Я задаюсь вопросом, существует ли время? В тот момент, когда рождается мысль, появляется и время. Так что дело в этом. Изобрел то, что называется вневременным, и стремится к этому вневременному, но знает, что не может достичь вневременного состояния, потому что в так называемом вневременном состоянии должна отсутствовать мысль. Это изобретение времени, призванное увековечить себя в сфере времени. Похоже, мы в ловушке. Мы в ловушке, и сама потребность выбраться из нее — это и есть проблема. Понимаете, на этот вопрос нет ответа. То есть вы хотите сказать, что в истории человечества никогда не было просветленных людей? Нет, я ни на секунду не утверждаю, что просветленных не существует. Их у нас предостаточно, понимаете? Но я ставлю под сомнение саму потребность быть просветленным. Понимаете, как я уже сказал в самом начале, для меня просветление не существует. Видите ли, просветление — это что-то из будущего. Как я уже говорил, это время изобрело нечто, что будет в будущем. Будущее всегда помещает просветление туда. Таким образом, просветление — это часть знания, которое мы получаем от великих учителей, утверждающих, что они просветленные. А здесь действует прошлое, проецирующее на будущее так называемое просветление. Итак, во-первых, существует ли вообще настоящее? Я говорю, что настоящего не существует, как не существует и сейчас, и момента здесь и сейчас. Потому что, если вы говорите, что это момент, это настоящее, это сейчас, вы уже привносите в эту картину прошлое. В прошлом я не был просветленным, так что завтра я стану просветленным. А как насчет сегодняшнего дня? Так, просветленный я или нет? Что говорит мне о том, что я просветленный, а что нет? Что я свободен и в то же время не свободен. Именно знание говорит мне о том, что я не свободен, что я не просветленный. Так что если ты не просветлен сейчас, ты станешь просветленным завтра. Я не знаю, правильно ли я понимаю, что здесь есть какой-то парадокс. Потому что мне кажется, что если человек действительно просветлен, то он выходит за пределы пространства и времени. Так что если он просветлен, это всегда происходит. Предположим, на мгновение, что просветленное существо существует. Да. У него нет возможности убедить себя в том, что он просветленный человек. И не может быть и речи о том, чтобы он пытался просветить других. Я имею в виду, что как только я говорю, что я просветленный, я уже возвращаюсь. Знания о просветлении, передаваемые нам из поколения в поколение, говорят о том, что ты просветленный человек. Видишь ли, естественно, что ты хочешь просвещать других. Так что это прискорбный опыт, который стал возможен для меня благодаря этой мысли. Так что то, что я испытываю и называю просветлением, это опыт, вызванный мыслью, а на самом деле вовсе не просветление. Ты хочешь сказать, что любое описание просветления по сути является иллюзией? Вот почему мы вообще беспокоимся о просветлении. Ну что же, это похоже на выход из положения. Да, а что еще остается делать? Ты видишь выход. Таким образом, ты откладываешь решение проблемы на будущее. Я хочу сказать, что никаких проблем вообще не существует. Видите ли, мы застряли на тех решениях, которые предлагают нам люди, которых вы считаете, да и я тоже, знающими, что у них есть правильные решения проблем. Но эти решения не помогли нам справиться с нашими проблемами. Но каким-то образом мы оказались в ловушке времени, а время — это надежда. Видите ли, нам говорят, что повторяя одно и то же снова и снова, мы сможем решить эту проблему. Но эти решения вообще не помогли нам решить нашу проблему. Мы ищем здесь, там и повсюду, пытаясь найти кого-то, кто предложит нам другое решение. Проблемы.
Но тот, кто заинтересован в решении проблемы, должен быть готов отбросить все решения, предложенные этими святыми, мудрецами и спасителями человечества, в прошлом, настоящем и будущем. Другими словами, чтобы по-настоящему стать свободным, по-настоящему просветлиться, нужно отказаться от всех концепций просветления и всех представлений об этой традиции, которую мы унаследовали. Вы говорите так, будто концепция и вы — это две разные вещи. Потребность в просветлении и вы — это две разные вещи. Поэтому вы никак не можете отделить себя от концепций. Но вы только что сказали, что это необходимо сделать. Это необходимо сделать. Сделать — это просто фигура речи, способ выразить мысль. Это необходимо, но в то же время невозможно. Вы не готовы смириться с тем, что проблемы нет и что вы застряли на тех решениях, которые нам предлагают эти люди. Мы абсолютно уверены, полны веры и доверия, и все же это не работает. Инструмент, который мы используем, это инструмент надежды. То, чем вы являетесь сегодня, это совокупность всех ваших мыслей, чувств и переживаний. Этот инструмент единственный, который у нас есть, и он очень мощный. Благодаря этому инструменту мы достигли всего, чего достигли на сегодняшний день. Поэтому мы не готовы отказаться от него. И в то же время мы знаем, что понимание, достигнутое с помощью этого инструмента, совсем не помогло нам решить наши проблемы. И все же мы не утратили уверенности и огромной веры в инструмент, который используем для достижения результатов. В этом и заключается суть проблемы. Когда вы осознаете, что этот инструмент не поможет вам понять и решить ваши проблемы, и что другого инструмента нет, потребность в решении проблем мгновенно исчезает. Значит, понимания как такового не существует. Я сам не знаю, как до этого дошел. Просто в какой-то момент я осознал, что интеллект, который я развивал, оттачивая его, понимаете, используя его, не способен ничего понять. И в то же время огромная вера в этот инструмент, понимаете, никуда не делась. Видите ли, это единственный инструмент. Я не знаю другого. Это единственный инструмент, который у меня есть. И он не помог мне ничего решить, ничего понять. И в какой-то момент я осознал, что это не тот инструмент, и другого инструмента нет. Значит, он бесполезен. Вся основа любого другого способа познания чего-либо. Так что вся идея интуиции летит в тартарары. Почему? Почему интуиция не работает? Интуиция — это не что иное, как утонченная, обостренная мысль. Если можно так выразиться. Но видите ли, она все равно связана с использованием мысли для решения проблем. Ну, разве не лучше иметь утонченные, обостренные мысли, чем грубые, неосознанные? Неосознанные? В чем разница? В чем разница между грубой мыслью и утонченной мыслью? Ну, в западной традиции XVIII века существовало понятие просвещения, которое означало, знаете ли, свободу от суеверий, по крайней мере, способность видеть вещи такими, какие они есть. Но разве мы свободны от суеверий? Почему мы верим всему, что каждый день преподносят нам ученые? Мы говорим, что это научно, но это не так. Они такие же догматичные, как религиозные люди былых времен. Но мы так сильно верим в ученых, потому что они дали нам технологии. Каждые 4 года их теории меняются. Как я уже говорил на днях, они заинтересованы в поиске фундаментальной частицы. Их исследования напрасны, но они будут продолжать и продолжать и продолжать и продолжать и продолжать, они все равно не сдадутся. Я имею в виду,
что интеллектуальные усилия, направленные на разгадку тайн физической Вселенной, напрасны. Они напрасны, потому что ученый отделен от Вселенной. Он сам по себе. Это единое целое, понимаете? Природа и человек — не две разные вещи. Как я уже говорил раньше, некоторое время назад или в прошлый раз, где-то на этом этапе, понимаете, в процессе эволюции у человека появилось самосознание. Понимаете? Но откуда вы знаете, что на самом деле мы не разделены? Откуда вы знаете, что самосознание — это не иллюзия? Знаете, как я уже говорил, мысль создает пространство. Мысль — это пространство. Давайте я приведу вам пример. У нас осталось около минуты. Это связано с этим. Да, Что именно говорит вам о том, что это твердое? Мысль о том, что это твердое, и есть пространство между ними, которое говорит вам об этом. В противном случае между ними не было бы пространства, и осязание не могло бы сказать вам, что это твердое, а не мягкое. я хочу сказать, что даже такое базовое чувство, как осязание, которое мы принимаем как должное, на самом деле всего лишь еще один мыслительный процесс. Еще один мыслительный процесс. Итак, мысль — это пространство. Мысль создает пространство. И в этом пространстве мы функционируем. Это пространство невозможно постичь с помощью мысли. Мы заперты в собственных мыслях, и наши мысли даже не могут увидеть самих себя. У них нет возможности посмотреть на себя. Понимаете, сам вопрос, есть ли мысль? Или интерес, потребность взглянуть на мысль, создан мыслью. То, что вы видите, это о мысли, а не сама мысль. И мы продолжаем нашу дискуссию о природе и таинственности просветления. Юджида, в различных традициях, особенно азиатских, медитация рассматривается как путь к просветлению, и иногда это довольно специфический путь. Если вы будете медитировать столько-то лет, то достигнете просветления. И знаете, есть целые линии преемственности, в которых просветленные мастера сменяют друг друга, следуя определенной формуле, почти что рецепту. И, похоже, их учителя провозглашали их просветленными существами. Видите ли, все это не укладывается в мою систему. Да. Так что я столкнулся с чем-то совершенно необычным для себя. Это не результат моих размышлений. Видите ли, я не выдвигаю никаких логически обоснованных предпосылок. Я вообще не думаю. В том, что я говорю, нет никакого размышления. Возможно, вас это шокирует, если не удивит, но здесь никто не говорит. А это всего лишь марионетка. И вы, понимаете, дергаете за ниточки, и именно вы ответственны за то, что из меня выходит. Так что если вы спросите меня о индуизме, техниках медитации и их назначении, мне нечего будет вам ответить. Я вообще ничего об этом не знаю. Я, как мог, делал все, о чем меня просили учителя. Следовал всему, что написано в книге, практиковал все виды медитации и ничего не добился. Я понял, что это было своего рода насилием. Цель медитации — покой. Здесь уже царит покой. Это невероятно миролюбивый живой организм. И почему во имя Бога, во имя просвещения меня просят медитировать, чтобы достичь цели, которую я считаю глупой, несуществующей, с помощью медитации? Так зачем же я медитирую? Для чего нужна эта медитация? Это был мой главный вопрос. Итак, я обнаружил, что цель — достичь тишины с помощью одной или 100 техник медитации. Сама по себе нарушает и разрушает уже существующую тишину. В то же время я понял, что тишина, которая была там, подобна извержению вулкана. Вы подходите к океану. Шум океана. Вы отправляетесь в джунгли,
Что вы там слышите? Вы слышите оглушительный шум. Вот что такое тишина. А с помощью медитации я создаю мертвое, безжизненное состояние ума. Понимаете, дело в уме. В том, что называется медитацией. Она направлена на то, чтобы успокоить ум. Я не говорю о том, что индуисты подразумевают под медитацией. Меня это не интересует. Понимаете, я здесь не для того, чтобы проповедовать индуизм. Я вообще не об этом. То, на что я наткнулся, что я обнаружил, стало для меня чем-то невероятным. Я даже не признаю существование такого понятия, как медитативное состояние. Понимаете, все эти техники медитации, это, если можно так выразиться, своего рода насилие над собой. Видите ли, это дает нам ощущение, что мы погружаемся в состояние тишины, состояние Бог знает какое. Вот отсылся, понимаете. Так что, если вы практикуете одну технику, то, как говорится, если вы видели одну, то видели их все. Нет смысла пробовать сотни разных техник медитации. Но главный вопрос, который мы должны себе задать, зачем мы вообще медитируем? Для чего? Это очень древняя практика. Я не могу не оправдать, не отмести в сторону древнюю практику. Меня это вообще не интересует. Понимаете, нам навязывают идею о том, что существует такое понятие, как душевный покой, безмолвный разум, пустота. Что вы не должны быть заняты определенными мыслями и должны быть поглощены другим набором мыслей. Но вы всегда чем-то заняты. Вы никогда не можете сказать, что ничем не заняты. Но вся ваша энергия тратится на выбор между двумя мыслями. Видите ли, одна мысль — это мысль о покое, а другая — о насилии. И между этими двумя мыслями идет настоящая битва. И одна мысль, по вашему мнению, о покое, а другая — о насилии. Так что вы постоянно находитесь в состоянии битвы, войны между двумя вещами. И вот что вы испытываете. И это называется безмолвным разумом или переживанием безмолвного человека. Это мир между двумя войнами. А потом все начинается сначала. И вы постоянно боретесь с идеей о том, что медитация или какая-то техника медитации приведут вас в состояние умиротворения. Но такого понятия, как умиротворение, не существует. Получается, что идея умиротворения — это иллюзия, о которой вы говорили. Именно ум ответственен за беспокойство. Он придумал, знаете ли, такое понятие, как спокойный ум, и борется с ним. Вот и все. Получается, вы пришли к этому пониманию, о котором мне рассказываете, но при этом говорите, что практиковали медитацию много-много лет, и эта практика не имела никакого отношения к вашим собственным озарениям. Я бы сказал, что то, к чему я пришел, произошло вопреки всему, что я делал. И то, к чему я пришел, это нечто, что я никак не могу понять самостоятельно. Так что дело не в техниках медитации, не в отказе от секса и не в контроле дыхания. Видите ли, это простой трюк, который мы проделываем с тем, что вы называете контролем дыхания. Да, если внимательно присмотреться, то окажется, что у вас нет возможности наблюдать за этим. Нет возможности видеть, нет возможности следить. В этом-то и проблема. Видите ли, мы зациклились на идее о том, что есть какой-то способ наблюдать, смотреть и видеть. Но вы никак не можете отделить себя от дыхания. Итак, вы хотите отделить себя от дыхания, осознавать свое дыхание, наблюдать за ним и следить за ним. В данный момент вы не осознаете и не замечаете, что дышите. А почему вы хотите осознавать свое дыхание и для чего вам это нужно, чтобы достичь определенной цели? На самом деле вы перекрываете поступление кислорода в мозг.
И это вызывает у вас самые разные необычные ощущения, которые вы называете духовными переживаниями. Таким образом, когда вы что-то испытываете, механизм переживания устроен так, что он всегда требует все больше и больше того же самого, и все меньше и меньше чего-то другого. Но мы, кажется, очень жаждем духовных переживаний, как будто нам нужно коллекционировать их, как будто мы пробуем новый наркотик, следуем за новым гуру или осваиваем новейший тантрический метод. Это ничем не отличается от того, как мы собираем миллионы. Это ничем не отличается от того, как мы получаем знания. Так что в сфере, где огромное значение придается духовным переживаниям, а не чувственным, вы можете продать кому-то эту идею. Видите ли, у меня есть все эти духовные переживания. У вас их нет, значит, я выше вас. Вот и все, что стоит за разговорами о духовных переживаниях. Я знаю, а вы нет. Видите, я ставлю под сомнение саму основу знания. Видите ли, знания не существуют сами по себе. Знание ради знаний. Знание — это сила. Я знаю, а вы нет. Я свободный человек, а вы нет. Так что я никак не могу знать, что я свободный человек. Видите ли, если я говорю себе, что я свободный человек, то это знание, которое мне передали, говорит мне, что вы тоже свободный человек. Понимаете, у меня нет возможности узнать, свободен ли я. Поэтому как только вы освободитесь от знания обо всей этой свободе, обо всем этом просвещении, о спокойствии ума, вас больше не интересует, спокойны вы или нет, есть ли внутри вас тишина или ее нет. Давайте немного сменим тему. Есть те, кто описывает путь к просветлению как бхакти-йогу, путь сердца, открытости, любви. Иногда они кажутся слишком сентиментальными, но мне так не кажется. Это эмоции, понимаете? На днях я говорил своему другу, какую роль играют слезы. Слезы нужны только для того, чтобы увлажнять глаза. Больше ни для чего. Так что, понимаете, когда вы поддаетесь эмоциям, глаза пересыхают. И тогда природа сама их увлажняет. По-своему, так что вы называете эти слезы слезами радости, но на самом деле этот организм вырабатывает слезы, чтобы защитить себя, защитить глаза, то есть увлажнить их. Так что это вовсе не слезы радости. Поэтому, когда вы это видите, вы думаете, что это человек, исполненный великой преданности, эмоционально вовлечен в эту радость, как бы он ее ни называл. Глаза пересыхают, и тогда природа сама их увлажняет. Защищает себя, и вы говорите, что это слезы радости. Но давайте отбросим сантименты и поговорим, например, о человеческом общении. Да, о способности, например, узнавать себя в другом человеке. А мы действительно так делаем? Можем ли мы вообще устанавливать какие-либо отношения? Отношения, которые мы устанавливаем с другими людьми, основаны на том, что я получаю от этих отношений. Понимаете, взаимное удовлетворение — это основа всех отношений. Значит, вас не устраивает реальное положение дел. Вам невыносима мысль о том, что основа, на которой вы строите отношения с другими людьми, как вы выразились, настолько низменна, что вам приходится накладывать на нее что-то еще и называть это любовью. Понимаете, любовь подразумевает двоих, и это любовь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это так нелепо, так абсурдно. Во имя любви к ближнему мы сотворили столько ужаса, столько разрушений, столько убийств. Понимаете, во имя жизни, во имя любви к ближнему. Значит, вы совершенно цинично относитесь к любви. Циник, по крайней мере, уверен, что его ноги крепко стоят на земле.
И это выход, понимаете? Они отмахиваются, называя меня циником, потому что не хотят признавать, что между этими двумя людьми на самом деле нет любви. Что я получаю от этих отношений? Если это отрицать, вы удивитесь. Вместо того, что вы называете любовью, там ненависть. А если не ненависть, то апатия, безразличие к другому человеку. Итак, я пытаюсь сказать, что невозможно построить отношения на какой-либо основе. В отношениях вообще нет никакой необходимости. Единственные отношения, которые у нас есть, это отношения на основе вопроса: что я получаю от этих отношений? Кому нужны отношения? Человек, который одинок, который потерян. Он хочет заполнить пустоту внутри себя. Он хочет заполнить эту пустоту. И он использует другого человека, чтобы заполнить эту пустоту. И он использует красивое слово «любовь». Но разве не все мы, в конечном счете, находимся в таком же положении? Мы все находимся в таком положении, когда не можем честно признаться, что используем другого человека, чтобы заполнить пустоту, заполнить эту дыру, заполнить одиночество. Поэтому мы используем других людей и навешиваем на это красивый ярлык. Это любовные отношения. И вы можете называть меня циником, но меня это устраивает. Но такова реальность. Поэтому все, что рождается из таких отношений, это насилие. Ну, я бы не стал отрицать, что то, что вы описываете как низменную основу отношений, действительно существует. Но ведь отношения не ограничиваются только основой. Я думаю, что есть и вершины, к которым могут стремиться отношения. И даже если это недостижимая вершина, к ней все равно стоит стремиться. Значит, мы живем в надежде и умираем в надежде. Почему это невозможно? Почему мы не можем любить другого человека здесь и сейчас? Почему это должно произойти завтра? Видите ли, завтра это значит, что вы откладываете то, что можете сделать сегодня. Вот почему я говорю, что вы называете меня циником. Люди называют меня пацифистом. Люди, называйте меня нигилистом. Люди называют меня так, эдак и по-всякому. И они не понимают, я их не виню. Я просто хочу сказать, что когда они используют эти термины как отговорку, я указываю на это. Что именно то, что вы считаете решением своих проблем, является причиной вашего разочарования. То, что я предлагаю, это очень позитивный шаг. А вы называете это негативом, потому что хотите, чтобы это действие произошло только там, а не сейчас. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. Видите ли, вас интересуют только те действия, которые произойдут в будущем, а не сейчас. Так что вы вообще ничего не делаете. Видите ли, действовать нужно сейчас. Почему мы не можем быть добрыми, честными, любящими, какими угодно, прямо сейчас? Почему это должно произойти завтра или послезавтра? Почему? Это мой вопрос. Видите ли, вы откладываете то, что можете сделать сейчас, и не хотите действовать сейчас. Видите ли, это действие разрушит те отвратительные отношения, которые у вас есть. Я не говорю, что вы — это вы. Но я здесь с вами прямо сейчас. Да, как видите, мы устанавливаем эти отвратительные отношения и прикрываемся тем, что это отношения любви, братства, чего угодно. Действие подразумевает освобождение от этой отвратительной реальности и создание, понимаете, каких-то других отношений за пределами того, что вы называете любовью, братством, взаимопониманием. Для нас это слишком. Поэтому нам очень удобно бездействовать. Действие означает, что эти отношения подходят к концу. Что будет вместо них, вы не знаете. Я не знаю, никто не знает. Раньше вы говорили мне, что там никого нет. Здесь никого нет. Есть только слова. Одни слова, 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 слова. Вы готовы с этим согласиться? Мне тяжело. Я думаю, что разговариваю с человеком. Видите ли, я не знаю, есть ли вообще кто-то, с кем я разговариваю. Понимаете, о чем я?
я должен привести в соответствие с текущим контекстом, работу вашего тела, моего тела, тела любого человека. Видите ли, все органы чувств независимы. Координация отсутствует, за исключением случаев, когда возникает необходимость в сотрудничестве. И то, как будут взаимодействовать одно, два, три или все 5 чувств, зависит от ситуации, в которой вы находитесь. И от того, требует ли ситуация координации одного, двух, трех или всех чувств. Так что все они независимы. Я пытаюсь подчеркнуть, что это тело реагирует только на раздражители. Утверждение о том, что оно реагирует на раздражители, тоже сомнительно, потому что у вас нет другого способа восприятия, кроме как с помощью знаний, которые нам даны. Это конкретная реакция, это реакция на конкретное ощущение. В противном случае реакция на раздражитель, сам раздражитель и реакция на него – это единый момент, и разделить их невозможно. Так что, по сути, глаза смотрят на что-то одно. Слуховой аппарат что-то слушает, а осязание связано с осязанием. Так что все это независимые процессы. Невозможно воссоздать здесь все свое тело, целиком сесть и ощутить его. Все тело целиком. То, что вы ощущаете там, и то, что вы говорите себе и мне, это то, что все ваше тело целиком рождается в вашем воображении. Понимаете, если вы хотите ощутить свое тело здесь, то единственный способ сделать это — задействовать органы чувств. Глаза смотрят на него. Ощущение взгляда не говорит мне о том, что вы видите тело. И что там сидит доктор Мишлов? Оно ничего не говорит о вашем теле, кроме того, что оно отражает тело на сетчатке. Да, свет, падающий на вас, активирует зрительные нервы, а зрительные нервы передают изображение на сетчатку. Но это не говорит о том, что это мужчина, что это человек, что это доктор Мишлов. Это ничего не говорит, кроме того, что на сетчатке отражается объект. И в этом процессе задействована активность зрительных нервов, которые также активируют нейроны в вашем мозгу, отвечающие за память, и сообщают вам, что вы видите мужчину, а не женщину, что вы человек, а не животное и так далее. Но эти ощущения настолько быстрые, что памяти не нужно включаться, фиксировать их и говорить вам, что вы мужчина. Не знаю, понятно ли я объясняю. Я не понимаю, описываете ли вы органический процесс или механический. Я говорю только об органическом процессе, который ничем не отличается от механического. Мы не готовы смириться с тем, что это всего лишь робот, механическое устройство, компьютер с невероятным собственным интеллектом, который не идет ни в какое сравнение с приобретенным интеллектом, которым мы так гордимся. Получается, что даже сама идея о компьютере или роботе — это всего лишь мысль, просто идея. Для нас это так. Но я вынужден использовать слово «компьютер», чтобы вы поняли, что мы видим нечто большее, чем то, что вы видите. Есть дух, есть душа, есть психика, есть разум и так далее. По сути, вы отрицаете существование духовной природы. Я считаю, что это изобретение мысли. В сфере мысли, в сфере мышления, мысль создала материальные и духовные ценности. Эта мысль и есть то, что мы называем обществом, культурой и так далее. Но можно ли так сказать? Наша духовная природа существует в сфере мысли. Я хочу сказать, что духовная цель и стремление к ее достижению также материальны по своей природе.
Да, потому что инструмент, который вы используете, это мысль, а она материальна. Понимаете, вы просто говорите, что это духовная цель, и что духовные ценности выше материальных целей и материальных ценностей. Но инструмент, который вы используете для достижения своих духовных целей, также материален по своей природе. Ну, я бы сказал, что вопрос о том, является ли мысль материей, спорный. Я не знаю. Это спорный вопрос, если рассматривать мысль как мысль. Видишь ли, неважно, есть она или нет, но есть ли мысль. Сам вопрос абсурден и нелеп из-за допущения, что существует такая вещь, как мысль. Итак, если вы хотите сами для себя выяснить, есть ли мысль, то сам вопрос абсурден из-за допущения, что такая мысль существует. И то, что вы обнаружите, будет связано с мыслью, но не с самой мыслью. Понимаете, я не знаю, понятно ли я выражаюсь. Ну, это очень тонкая мысль. Видишь ли, ты должен сделать это вместе со мной. Понимаешь? Ну, ладно, понимаешь. Как ты думаешь, есть ли там мысль? Там есть только вопрос, как ты считаешь. Ну, разве это не мысль? Это все, что там есть. Но кроме этого вопроса нет никакой другой мысли. Есть ли мысль, и ты думаешь, что есть мысль? Мысль — это ТО, мысль — это все, мысль — это не то, мысль — это материя, мысль — это не материя. Мысль — это пространство, мысль — это не пространство, мысль — это время, мысль — это не время. Вот и все. Мы можем часами предаваться этому легкомыслию, споря и дискутируя, но так ни к чему и не придем, потому что занимаемся нечем иным, как диалектическим мышлением о самом мышлении. Ну, это то, о чем вы говорите. И это помогает нам отточить его. Инструмент для продолжения этой дискуссии, которая будет длиться и длиться. Это как мастурбация, да? Я употребил очень изысканное слово — диалектическое мышление о самом мышлении. Если вы хотите использовать это слово, я готов. Вместе с ним. Вы как будто намекаете, что это ни к чему не приведет. Это как собака, которая гоняется за своим хвостом. За своим собственным хвостом. Это собственный хвост. Цеце, или я бы сказал по-другому, вы пытаетесь обогнать собственную тень, но на самом деле не знаете или не осознаете этого, не хотите знать. И задайте себе вопрос, что отбрасывает тень? Это свет. Без него тени бы не было. Так что вместо того, чтобы задавать вопросы, сама тень, нематериальность тени, почему-то вы хотите обогнать тень, но у вас ничего не получится. Давайте лучше поговорим о свете. Когда я говорю «свет», я не имею в виду божественный или духовный свет. Я говорю о том свете, который есть. Без него я ничего не вижу. Если я что-то и вижу, то это лишь плод моего воображения. Итак, чтобы я мог вас видеть, мне нужен свет. Понимаете, эта мысль не возникает сама по себе. Она возникает под воздействием этого света, понимаете? Этот цвет, как я уже говорил, стимулирует и приводит в действие мысль, которая подсказывает мне, что вы видите камеру, что вы мужчина, что это машина и так далее. Это микрофон. Так что же такого удивительного в том, что вы видите, называете и распознаете? Это все, чем мы занимаемся. Легкомысленное называние и распознавание вещей. Так что, если вы ничего не знаете о том, что происходит снаружи и внутри, о том, что вы собой представляете, о том, как вы себя ощущаете, то вы, по сути, перестаете существовать. Это ситуация, с которой вы не готовы смириться. Итак, вы продолжаете этот диалог с самим собой, общение с самим собой, и все время говорите себе, что я такой, что я не такой, что я счастлив, что я не несчастен, что мне скучно, что мне не скучно и так далее и тому подобное. Но на самом деле нет никакой разницы между внешним и внутренним. Так зачем же вам постоянно вести этот диалог, эту беседу с самим собой? Чтобы поддерживать непрерывность своей мысли. А не для того, чтобы столкнуться с уничтожением.
Вы проецируете ситуацию, которую называете уничтожением. Но, возможно, никакого уничтожения и не будет, потому что, когда мысли нет, когда вас нет, вас продукта всего пережитого и обдуманного. Когда вас нет ни в каком виде. И вы не поймете, что от вас осталось, и уж точно не назовете это уничтожением. Вас больше нет, значит, у вас нет собственного отдельного независимого существования. То есть вы — часть всего сущего, вы — это вы и природа. Единое целое. Юди, похоже, вы хотите сказать, что от просветления нас отделяет лишь тонкая грань, и эта грань — наш страх уничтожения. Страх, о котором вы говорите. Испытывали ли вы когда-нибудь страх? Ведь вы говорите, что такое страх в конце концов? Где этот страх? Что такое страх? Страх того, что что-то закончится. Страх того, что вы, каким вы себя знаете, каким вы себя ощущаете, перестанете существовать. Поэтому вы не хотите, чтобы страх закончился. Если страх закончится, вы тут же умрете. Здесь наступит физическая клиническая смерть. Не в ваших интересах спрашивать, требовать, чтобы страх исчез. Поэтому вы играете с ним, понимаете, со страхом. Вы не осуждаете его, не отождествляете себя со страхом. Не делайте этого, понимаете? Вы становитесь единым целым со страхом. Вы осознаете его без выбора. Вы живете со страхом. Понимаете, все эти методики, все терапевтические культы, которые заполонили рынок, каждый из которых пытается продать свою теорию, лишь усиливают страх, а не помогают вам освободиться от него. Потому что это то, что вы делаете. Вы не хотите освобождаться от страха, и в ваших интересах, чтобы страх не исчезал. Значит, вы не хотите, чтобы страх исчез. Вы испытываете страх? Нет, страх — это то, чему вообще не нужно исчезать. Возможно, если бы вы увидели там кобру, я ведь не невинный ребенок, понимаете, вы бы отступили. Но тогда вы бы не испытывали страха, что она вас убьет или убьет кого-то другого. А потом вы бы пошли гулять с коброй, пели бы с ней песни и удивились бы, какое это восхитительное создание, какой чудесный представитель живой природы эта кобра. И вы бы никогда не причинили ей вреда, потому что причинить вред ей значит причинить вред себе. Убить эту кобру значит убить себя. А то, что вы так безжалостны и уничтожаете все эти живые организмы, это следствие вашей уверенности в собственном превосходстве и в том, что все создано для вас. Вот почему мы создали эту проблему в этом мире. Я все время говорю об этом. Однажды в одной из статей в индийском журнале вас процитировали. Вы сказали, что, возможно, капуста живее человека. Видите ли, вы знаете, что вы живы. Думаю, да. Пока вы это осознаете, у вас нет возможности ощутить живость этого. Не то чтобы я знал или ощущал, что я высшее существо. В мертвой структуре невозможно ощутить что-то живое. Мысль мертва. Это не живое существо. Вам кажется, что вы видите. Мы пытаемся наделить мысль жизнью. Мы представляем, что она живая, но на самом деле она мертва, понимаете? Мысль мертва. Мысль мертва. А мертвое не может уловить живое. Если вы случайно наступите на оголенный провод, вы умрете, вам конец. Видите ли, вы можете наступить на него только случайно. Вы прикасаетесь к жизни в том месте, где до вас этого никто не делал. И с этого момента то, что там живет, проявляется без участия мысли. Вот почему я говорю вам, мертвым вы принесете природе больше пользы, чем живым. Потому что вы живете в мире идей, вы живете в мире мыслей, вы запихиваете идеи себе в желудок и носите имена. Так что вы вообще не живете. Понимаете, вы как будто говорите, что наши идеи — это как наша одежда, как наши волосы или ногти. Это не живая ткань. Они вообще не живые.
все эти идеи, мертвые идеи, которые кто-то навязал нам, выдав за свои фантазии и представления. Знаете, я смотрю здесь много ваших рекламных роликов. Я не рекламирую ничего конкретного, но это что-то невероятное. Понимаете? Это что-то невероятное, потому что они не могут мне ничего продать, понимаете? Но меня интересует не то, что они продают, а то, как они это делают. Это нечто. Меня всегда восхищают эти рекламные ролики, а не сами программы. От них я засыпаю. Так что я просыпаюсь, когда вижу рекламу. Я никогда не покупаю то, что они продают. Понимаете, если бы у них были такие зрители, как я, такие клиенты, как я, они бы разорились. Но, как видите, есть те, кому нравится, как они продают. Да. Товары. Меня это всегда восхищает. Почему? Чем это восхищает? Речи продавцов, их манера говорить, понимаете? Теперь они переняли все у религиозных учителей. Понимаете, они продавали нам все эти товары. Теперь их место заняла Мэдисон Авеню. Я вовсе не рекламирую Мэдисон Авеню. Они справляются лучше, чем все эти святые отцы, которые продают нам низкопробные духовные товары. Как вы думаете, есть ли где-нибудь святые праведники, учителя, к которым стоит прислушаться? Я бы никому не пошел, потому что мне ничего ни от кого не нужно. Так что, если есть какой-то другой святой, меня это не касается, меня это вообще не интересует. А как насчет идеи о том, что... Меня не интересует освобождение кого-то от чего-то. Понимаете? Знаете, их интересует только какое-нибудь снотворное. Я все время им говорю, послушайте, вы уже проснулись. Это пробужденность, то, чего вы не хотите. Поэтому вы хотите снова заснуть. И для этого есть все эти техники медитации, йоги, дыхания. Бог знает, сколько техник придумали люди в этой стране. Все они погружают вас в сон, потому что вы не хотите бодрствовать. Вы уже проснулись. Поэтому сама идея пробуждения в вас так смешна, так нелепа и так глупа, что мы все попадаемся на эту удочку, покупаем все эти штуки и пытаемся пробудиться. На самом деле мы погружаем себя в сон, потому что это пробужденность, от чего мы не хотим. Юджи, я вырос в маленьком городке в центре Среднего Запада, США, и в юности у меня было ощущение, что там все спят, что люди заперты в своих убеждениях, ценностях и образе жизни, и что мне нужно. Откуда вы все это взяли? Нам промыли мозги, нас заставили в это поверить. Понимаете, нас веками кормили подобной чепухой. Если бы рацион изменился, мы бы все умерли от голода. То есть вы просто заменяете одно другим, понимаете, чем-то извне. Вот против чего я не возражаю. Но меня раздражает другое. Зачем вам нужно импортировать все это извне? Если вас интересует только религия, то чего же вам не хватает? В вашей Библии. Чего вам не хватает в вашем Талмуде? Зачем вам привозить всех этих людей со стороны, которые продают вам какую-то низкопробную духовную продукцию? Что не так с вашими гимнами? Я ни в коем случае не призываю вас вернуться к Христу или в вашу церковь, или к чему-то подобному. О возвращении не может быть и речи, понимаете? Значит, любой, кто говорит о возрождении, о возвращении, не может предложить нам ничего нового. Понимаете, все старики в наших семьях постоянно говорят о прошлом. Потому что у них нет будущего, о котором можно было бы думать или говорить. Они всегда говорят о прошлом. Любой народ, любой человек, любой учитель, который хочет возродить мертвое прошлое, уже мертв, потому что ему нечего предложить нового. Зачем нам возвращаться? Почему вы делаете это невозможным? Чтобы у вас, у кого-то появилось что-то новое. И кто-то спросил меня, вся эта молодежь потеряна, они не знают, что с вами делать. Вы уже испортили себе жизнь и собираетесь уйти. Что не помогло вам, не поможет и поколению. Если они испортят мир, пусть портят. Они поймут, что это их мир. Вы говорите всем, что мы все здесь, мы заинтересованы. Мир — это будущее для будущих поколений. Они не позволяют этим будущим поколениям, живущим здесь и сейчас, высказываться по этому поводу.
Они сами должны решать свое будущее, и мы тут ни при чем. То, что не помогло нам, не поможет никому. Вся эта ложь, все эти верования нам не помогли. Почему ты хочешь передать это им? Если они устраивают беспорядок во всем мире, то, видишь ли, позволим устроить беспорядок во всем мире. Мы сами устроили беспорядок, и у нас нет причин гордиться тем, что мы создали. Это не политический разговор или что-то в этом роде. Позволь мне просто немного сдвинуться с места. Хорошо, мы вернемся к этому вопросу. Знаешь, ты для меня загадка. Тебя называли гуру, но ты отрицаешь это. Тебя называли философом. Ты отрицаешь это. Люди хотят приписать тебе качество просветленного. Ты отрицаешь это. Но одна черта, которую ты принял, заключается в том, что ты путешественник по всему миру. Ты этого не отрицал. Я не знаю, почему я этого не сделал. Это не потому, что я неугомонный или что-то в этом роде. С тех пор, как мне исполнилось 14 лет, я никогда не жил в одном месте по 6 месяцев подряд. Я побывал практически во всех уголках земного шара, за исключением некоторых островов Тихого океана и Карибского бассейна и Китая. Но было время, когда мне хотелось сказать себе: видишь ли, я был там, пожалуйста, не рассказывая о своих визитах в Грецию или о славе Греции и ее величии, о Риме, о его великолепии. Я из этой страны. Я тоже там бывал. Я провел там в пирамидах всего 3 часа. Для меня этого было достаточно. Я могу сказать себе и другим, что я там был. Так что меня никогда не интересовало ничего из прошлого, ничего мертвого. Вот в чем была моя проблема. Я был голоден и хотел разобраться в этом сам. Посмотри на это. Вопрос о просветлении, если можно так выразиться, не давал мне покоя. Ничто другое меня не интересовало. Мне посчастливилось родиться в очень богатой семье. Я родился с серебряной ложкой во рту, и на моем пути встречалось множество серебряных ложек, поэтому мне было легко идти к своей цели. И я очень старался. Я искал повсюду. Никто не мог меня удовлетворить. Понимаете? Никто не мог утолить мою жажду найти ответ. Существует ли вообще просветление? Был ли Будда просветленным? А тот человек, который утверждает, что он просветленный. Что такое просветление? Что у него есть такого, чего нет у меня? Все, что он мне говорит, ложь, и она меня развращает. Будь бескорыстным. Какого черта ты хочешь, чтобы я был бескорыстным? Я эгоист до мозга костей. А вы хотите, чтобы я был бескорыстным. Понимаете, именно идея бескорыстия превратила меня в бескорыстного человека. Вы говорите мне, что я должен избавиться от гнева. Зачем мне избавляться от гнева? Гнев — это мощный всплеск энергии. Вы не разбираетесь с гневом, вы не разбираетесь с удовольствием, вы не разбираетесь ни с чем из того, что происходит внутри меня. Я хочу понять, что внутри меня не может быть ничего ложного, а все, что вы мне говорите, ложь. Но почему-то у меня не хватило уверенности отмахнуться от всего этого. Может быть, этот парень знает, о чем говорит. Может быть, у него есть что-то, чего нет у меня. Понимаете? Ничто не могло утолить мою жажду. И тогда они видят, что если дать тебе маленький кусочек хлеба, ты будешь сыт. Потом черный хлеб, потом хлеб из муки грубого помола. Ничто меня не удовлетворяло. В итоге голод сам себя изжил. Видите ли, свободы, которой я так жаждал, которой так стремился добиться, больше для меня не существует. Дело не в том, что я нашел ответ на этот вопрос. Понимаете, нет никакого «я», которое нужно осознать. Я потратил 49 лет своей жизни на поиски себя. Однажды я понял, что его нет. Так что все это может идти лесом. Понимаете, теперь у меня есть уверенность, но все это ложь. Это не значит, что я чувствую свое превосходство, ставлю себя на пьедестал и могу сказать себе, что я лучше всех, ни на секунду не сомневаясь в этом. Это ложь, и я не хочу, чтобы она меня искажала. Это уверенность, на которую я наткнулся случайно. Это то, что невозможно передать другому. Вы говорите, что наткнулись на это случайно, и что это не имеет ничего общего с интенсивными поисками. Ничего. Понимаете, интенсивность — это эмоциональное состояние. Прозрение, которое я испытал во время этих встреч с другими людьми, укрепили и усилили то, от чего я пытался освободиться. В любом случае, это мне не помогло. Так что все, что я делал, было бесполезно. Поэтому я и говорю, что наткнулся на это случайно, потому что не знаю, как до меня дошло,
что понимать нечего. Понимаете, это не инструмент. Другого инструмента нет, понимать нечего. А если бы вы остались в маленькой деревне, было бы то же самое. Это гипотетический вопрос. Понимаете, я должен признать, что мой контакт с Западом открыл для меня огромные горизонты. И, к сожалению, я досконально изучил как восточную, так и западную философию, а также психологию, чтобы получить степень магистра. Но ничего мне не помогло. Потому что главный вопрос, существует ли вообще разум? Почему вы говорите о безмолвном разуме? Почему вы говорите о мутации разума? Мутации разума не существует. Там нечего трансформировать. Там нечего менять. Так к чему все эти разговоры о трансформации, радикальной или какой-либо еще? Все это полная чушь, абсолютный вздор, чепуха, как оно и есть на самом деле. Но, видите ли, мне все же не хватает уверенности. Так что же привело меня к этому? Как это произошло? Почему это произошло? Когда это произошло? Случилось ли что-то со мной? Я действительно не знаю. Так что все, что я пытаюсь донести, это лишь отражение того, на что я наткнулся. Так что я не могу просто взять и выступить с лекцией на эту тему, как кто-нибудь другой. Поэтому я иду дальше и говорю, что несмотря ни на что со мной случилось то, что случилось. И это может произойти с насильником, убийцей, мошенником, вором. Он может столкнуться с подобным чаще, чем все эти духовные искатели вместе взятые. Звучит очень иронично. Иронично, но тем не менее факт налицо. Так что в каком-то смысле любой, кто смотрит эту программу прямо сейчас, с мыслью, что она поможет ему на пути к просветлению. Если их интересует решение личных проблем, то для этого существует бесчисленное множество техник. Так что это не поможет решить повседневные проблемы. Видите ли, у меня нет иллюзий, что это поможет кому-то решить повседневные проблемы, потому что на самом деле люди не заинтересованы в их решении. Они не заинтересованы в том, чтобы избавиться от страха. Понимаете, вы же знаете. Так что все эти техники, быть единым со страхом, жить со страхом, принимать страх, безоценочно осознавать страх, все это, как видите, уводит вас от необходимости взглянуть в лицо тому факту, что вы никак не можете избавиться от страха. Я ни в коем случае не предлагаю вам жить со страхом. То, что вы называете собой, рождается из страха. Оно процветает в страхе. Оно живет в страхе. Поэтому оно не может добровольно избавиться от страха. Да. Так что оно не может решить повседневные проблемы людей, оно не может решить проблемы мира. У него нет социального контекста. Но знаете, мне кажется, что ваша жизнь, если посмотреть на нее со стороны, соответствует классическому образцу. Вы боретесь, мучаетесь, заставляете себя идти по пути, доходите до отчаяния, разочаровываетесь, а потом сдаетесь и отпускаете ситуацию. Нет, видите ли, отчаяние — это и есть решение. Понимаете, мы вообще не имеем дела с отчаянием. Мы не имеем дела с гневом, мы не имеем дела с жадностью. Нет смысла рассуждать о жадности, о том, как избавиться от жадности, или как избавиться от удовольствия, как избавиться от отчаяния, потому что отчаяние — это то, от чего вы не можете отделиться. Вы пытаетесь понять, как избавиться от отчаяния, но не от самого отчаяния, понимаете? Так что ответ на вопрос, как избавиться от отчаяния, кроется в самом отчаянии, а не в том, как от него избавиться. То есть вы просто думаете об отчаянии и ничего с ним не делаете. Это относится ко всему, от чего мы пытаемся избавиться. Другими словами, вместо того, чтобы тщетно искать просветление любви или чего-то еще из этих прекрасных концепций, вы предлагаете просто, так сказать, вцепиться в реальность со всеми ее неприглядными сторонами. Дело не в том, чтобы вцепиться в нее, не в том, чтобы поймать ее, удержать и выразить, а в том, что реальность, которая уже существует, должна выразить себя сама. Как она себя выразит, вы не знаете, я не знаю. С этим ничего не поделаешь.
Что бы мы ни делали, мы мешаем чему-то живому выразить себя так, как оно хочет. То есть нет двух одинаковых людей. Культура заинтересована в том, чтобы подогнать всех под общий шаблон. Видите ли, если вы посмотрите на листья, то поймете, что я изучал ботанику. Я рассматривал листья под микроскопом. Нет двух одинаковых листьев. Нет двух одинаковых людей. Сейчас проводятся масштабные исследования. Люди начинают понимать, что их цель – выслеживать преступников, а не изучать функционирование человеческого организма. Теперь они в какой-то степени понимают, что нет двух одинаковых человеческих тел. Если разложить ваши волосы на составляющие элементы, вы удивитесь, насколько они отличаются от моих. А теперь представьте себе, появилось странное утверждение, что в женских волосах больше золота, чем в мужских. Представляете? Больше золота. Больше золота, чем в мужских. Не знаю. Я не могу делать однозначных заявлений на этот счет. Все люди разные. Все люди разные. Стремление культуры, общества, или как бы вы его ни называли, подогнать всех под общий шаблон и создать, понимаете, одинаковых людей, в долгосрочной перспективе обречено на провал. Возможно, мы не доживем до того момента, когда достигнем своих целей. Кто знает? Я не знаю. Значит, в этом и заключается одна из опасностей духовных традиций. Это нам не поможет. Что поможет нам жить вместе? Мир — это ужас. Не люби себя, потому что если ты попытаешься уничтожить своего врага, ты погибнешь вместе с ним. Если ты причинишь вред своему врагу физически, это навредит и тебе. Не психологически, не эмоционально, не в романтическом или поэтическом смысле. Если вы наступите кому-то на ногу, он наступит на вашу. Это мы в какой-то степени поняли. В международных отношениях, в отношениях со сверхдержавами, понимаете, больше нельзя говорить о массированном возмездии. Вы должны жить со своими противниками, со своими врагами, с теми, кто пытается причинить вам вред. Но тогда, возможно, мы поймем, что, пытаясь уничтожить своего ближнего, вы уничтожаете и себя. Может быть, это поможет нам жить в мире, но не любить ближнего, как самого себя. Я продолжу. Вы говорите, как британские философы XVIII века, такие как Джон Лок и Томас Гоббс, которые рассуждали о социальном договоре и о том, что человечество — это левиафан, дракон внутри нас, и что нам приходится сталкиваться с этим злом. Вы говорите так, будто человечество существует где-то там. Видите ли, требование постоянства общества, человечество — это требование постоянства здесь. Я хочу сказать, что постоянства не существует. Требование постоянства — причина человеческих страданий. Требование постоянства в отношениях. Требование постоянного счастья. Требование постоянного удовольствия. Причина человеческих страданий. Итак, поскольку вы знаете, что вы, каким вы себя знаете, и вы, каким вы себя ощущаете, однажды умрете, то есть это идея, а не факт, не реальность. Но это идея о том, что вы тоже умрете, как и все те, кто умер до вас. Поэтому вы проецируете требования постоянства на человечество, считая, что человечество должно быть постоянным. Должно существовать, и вы должны сделать все возможное, чтобы человечество выжило. Это происходит из-за требования постоянства. Итак, в долгосрочной перспективе у нас ничего не получится, потому что постоянства не существует ни в каких отношениях, ни в каких требованиях. Мы заинтересованы в сохранении постоянства. Юджин, у нас осталось всего около 5 минут, но Можете подвести итог? я пока не хочу этого делать. Я хочу затронуть более личную тему, о которой вы мне однажды рассказывали, о том, что вы пережили физическую смерть. Понимаете, вчера ко мне приходила одна женщина и задала мне вопрос. Я хочу жить в этом моменте, жить страстно. Вот в чем был ее вопрос. Да, я сказал, теперь ты должен умереть. Понимаете, вы не можете жить, пока не пройдете через этот процесс, пока не умрете не только для своей поэтической, романтической, вчерашней или психологической смерти.
но и для всех человеческих мыслей, переживаний и чувств, которые передаются нам из поколения в поколение. И тогда то, что осталось, начинает проявляться. С этого момента у вас больше нет собственного отдельного независимого существования. Вы становитесь частью целого. Целостности вещей, понимаете? С этого момента вы становитесь единым целым. Природа и вы больше не разделены. Но когда я делаю такие заявления, это не значит, что я сам могу это пережить. Вы не можете пережить целостность или единство природы и себя, но потребность в переживании исчезает. Другими словами, смерти не существует. Есть только страх перед тем, что что-то закончится. Что именно закончится? Страх перед тем, что что-то закончится. Что именно закончится? Ничего, никакой сущности больше нет. Так что же, по-вашему, закончится? Потребность в сохранении, потребность в постоянстве чего-либо. То, что не существует, можно назвать смертью. Видите ли, мы используем слово «тело» и называем его мертвым, потому что оно не реагирует на раздражители так, как, по нашему мнению, реагирует живое тело. Но вы сами не знаете, реагируете ли вы на раздражители. Вы говорите, что я говорю, что я полон энергии, что я выдвигаю все эти концепции. Я никак не могу понять, говорю ли я что-то. Что это за шум? Просто шум. Вы, кажется, находите в нем какой-то смысл, и это хорошо. В противном случае мы не сможем здраво и разумно функционировать в этом мире. Мы должны принимать реальность такой, какой она нам навязывается. Иначе мы все окажемся в психушке и будем петь безумные песенки и веселые мелодии. Мы должны принимать реальность такой, какой она есть. Но как только вы попытаетесь понять реальность чего бы то ни было, не говоря уже о высшей реальности, вы потеряетесь навсегда. Похоже, вы предлагаете прагматичный подход к жизни и отказ от философских абстракций, за исключением тех случаев, когда они служат для развития интеллекта. Вот и вся роль философии в нашей жизни — оттачивать этот инструмент, понимаете? Значит, вас не интересует тот факт, что у вашего логического мышления нет основы. У вашей рациональности нет основы. Кто бы ни сказал, что человек — рациональное существо, он ввел в заблуждение и себя, и всех нас. Наши действия не демонстрируют ни рациональности, ни логичности. Не знаю, есть ли такое слово «логичность». Мы не видим логики в своей жизни. Мы не замечаем, что наша жизнь подчинена логике. Не знаю, замечаю ли я это. Что же, Юджи, наше время почти вышло, и я нахожусь в парадоксальной ситуации, когда приходится говорить, как мне было приятно с тобой общаться. И в каком-то смысле я говорю это, зная, что ты, возможно, думаешь про себя. Не вижу в этом ничего приятного. Нет, я просто хочу сказать тебе большое спасибо. Хорошо. И тебе спасибо за то, что был со мной. Спасибо. Не знаю, мы много говорили. На самом деле, если записать это на бумаге или попытаться вслушаться, то смысла не будет. Это моя идея, но она не имеет смысла, если в этих диалогах есть цель или мотивация. Это нужно только для того, чтобы оставить собеседника с этой загадкой, с парадоксом. И он должен решить эту проблему сам для себя и своими силами. Спасибо, что поделились с нами этим парадоксом.